Темнокожий азиат, трансгендер сирийского происхождения, исповедующий феминистические взгляды и по совместительству участник ЛГБТ-движения, и сегодня это уже не кажется шуткой. Достаточно взглянуть на любую презентацию Apple, но толерантное сумасшествие уже давно коснулось всех прослоек медиаиндустрии, в том числе и в особенном числе игры. Унылые главные герои, добавленные в игры ради галочки. До отвращения стрёмные бабские персонажи, лишь бы не раскочегарить слоновью задницу представительницам феминистического движения. Все это агрессивная узурпаторская политика толерантности, которая нарушает логический баланс либо исторический смысл. Все это уже нанесло тотальный ущерб игровой индустрии, и самое страшное, что это лишь начало. У них попросту развязаны руки, и никто им не противодействует. Они, естественно, будут продолжать дальше. Разработчики по своей воле или не своей, это не важно, но обязаны добавлять в свои игры социальные меньшинства. В противном случае их обязательно засудят за нацизм, расизм, фашизм, сексизм и так далее. Ни историческая достоверность, ни здравый смысл перед толерантностью не имеют абсолютно никакого значения, как в свое время было с Ведьмаком 3. Видите ли, в средневековом польском славянском фэнтези не нашлось места темнокожим ребятам. И у вас логичный вопрос, а откуда в средневековой Польше они вообще могли взяться? Я не понял, ты что, сука, расист, что ли, или что, а? Креативный директор чешской студии Warhorse, той, что сделала Kingdom Come Deliverance, пытался американскому толерантному журналисту объяснить, что Польша, граничащая с Германией и Скандинавией, в средневековье располагала только европеоидными расами. То, что этих ребят нет в игре, это не расизм, это историческая достоверность. Бесполезно, студию обвинили в расизме, да еще и в сексизме. А знаете почему? Потому что у Цири был виден лифчик. Это сексизм, да. С точки зрения феминизма, абсолютно любой атрибут, который подчеркивает женскую внешность, является сексистским. Это неоспоримый закон. Для того, чтобы вы оценили степень фанатизма к идее и слабоумию, я прочитаю следующий комментарий. Это рецензия Фемки на Skyrim. Там есть откровенно одетые женщины, и почти вся женская броня приталенная, миниатюрная, с выделенной грудью, с вырезами, плюс женщины виляют бедрами при ходьбе и беге. У них нет мускулов, тоненькие ручки. Я модами исправляла. Ей не нравится, что женщины при ходьбе вырисовывают талии и круги, что является естественным. Она модами исправляет тоненькие женские руки. Эти сумасшедшие суки идут против физиологии человека, вы понимаете? Сегодня они тешутся игровыми модами. Завтра геноинженерией. Евгеника 2.0. Кстати, создатели Kingdom Come Deliverance также обвинили в расизме. На этот раз пользователи Твиттера, ну куда страшнее, когда обвиняет пресса. Игровая журналистика у нас уже никому не интересна, все давно смотрят YouTube, но на Западе мнение и оценка издания крайне важна. Западные игровые издания располагают огромным доверием, и они прямо влияют на продажи, поэтому им пытаются всегда угодить. Ну а поскольку во всех этих изданиях сидят борцы за толерантность и феминистки, то и угождают соответствующими способами. Поэтому ты либо вопреки историческому смыслу потворствуешь трендам, либо получаешь низкую оценку, и твои продажи снижаются. Я искренне не понимаю всего того бугурта, когда в трейлере Battlefield 5 появилась женщина. Это шведская студия. Швеция одна из самых крупнейших оплотов толерантности в мире. Во-первых, я удивлен, что в игре в принципе есть мужчины, и на этом спасибо. Во-вторых, эту самую женщину в трейлере убили, я не мог поверить, что они себе это позволили сделать. Ах да, она потом воскресла, точно. Вы зря сейчас все ополчились на DICE, студия и так пребывает в тоталитарно-толерантных условиях, и выкручиваются они как могут. Анальная толерантность является результатом левацкого контингента, которым пополняют игровые студии сегодня, а попадают они туда, потому что государства, в которых эти самые студии находятся, также управляются леваками. Если сегодня там ты не примешь женщину на работу, тебя засудят. Сегодня игровая студия не может принимать людей по факту профессиональных качеств. Сегодня студии принимают людей по факту цвета кожи или пола. Приоритет гендерной или расовой принадлежности над интеллектуальным фоном и есть сексизм и расизм в чистейшем виде. Да, возможно, ты туповатый, но у тебя особенный цвет кожи, поэтому мы сделаем тебе исключение. Но особое отношение, вызванное полом или гендером, и есть неравноправие. И как результат в играх мы видим просто охуенных, харизматичных, интереснейших главных героев. Главное — заполнить ячейку толерантности. Сегодня мы обсудим толерантность и феминизм с точки зрения игровой индустрии, и как эти две категории наносят ей вред. И начнем, пожалуй, с менее болезненного, а это толерантность. Я не считаю, что темнокожий в игре это плохо. Что вы, напротив, чего стоит ирландец из сюжетки BF4, великолепнейший персонаж. Лучший из тех, что там были вместе взятых. Или Си-Джей, мистер Охладите Траханье. У кого-то были к нему претензии? Да ни у кого, он клевый. Си тот же был охуенный. Или Франклин из GTA 5. Не то чтобы он мне прям сильно нравился, он был нудноватый, но он был необходим игре, чтобы олицетворять культуру гетто Лос-Анджелеса. И всем понравился Франклин. Геймеры бомбят не потому, что расисты, напротив. Мы были бы расистами, если бы выделяли их как особенных и
применяли к ним особые правила. Прощали бы им их унылость, заурядность лишь потому, что они не белые, но нам на это все равно, и мы к ним применяем такие же требования, как и остальным. И главное требование, чтобы они были интересны как персонажи и нужны в контексте конкретной игры, а не добавлены чисто вот так ради толерантности. Современная толерантность запуталась сама в себе и в корне противоречит собственным убеждениям. Главный расизм — это добавлять людей лишь по факту того, что у них кожа не такая, как у остальных. Таким образом, вы еще сильнее наверх поднимаете расовый вопрос. Примечательно то, что чаще всего за интересы других рас или женщин выступают обыкновенные белые мужчины. Вот это повышенное чувство заботы сводится к тому, что настоящий расизм, ущемление и ненависть сместилось в сторону гетеросексуальных белых европейских мужчин. Бывший сотрудник Google подал на корпорацию в суд на основании того, что в компании приоритет на темнокожих и латиноамериканцев, в особенности на женщин. Арно Уилберг заявил, что обыкновенные гетеросексуальные белые мужчины в компании угнетаются, их не принимают на работу. Борьба с расизмом сеет еще больше расизм. Это чудно. Я полагаю, вы понимаете, что когда приоритет делается на национальность, расу, пол и так далее, а не на ум, то и соответствующие результаты у компании потом появляются. Но все это совершенно ничто по сравнению с реальной угрозой, именующей себя феминизм. Но перед этим маленькая реклама. В этом ролике я не могу высказываться в полной мере, потому что YouTube — это та площадка, которая потворствует всем этим трендам. Пару месяцев назад я вам рассказывал про децентрализованный видеохостинг в июле, и с тех пор он залистился на нескольких биржах, и в целом у платформы все очень крайне медленно, но развивается. У этого сервиса два ключевых преимущества. Первый — вам платят за просмотр рекламы в роликах. На YouTube рекламу вы смотрите бесплатно. Доход делится между блогером и площадкой. На Виюле между блогером, площадкой и людьми. Второе и самое важное, там нет моральной цензуры. То есть откровенную порнуху туда залить нельзя. К сожалению или к счастью, не знаю, но высказываться там можно так, как нельзя на Ютубе. Сегодняшнюю тему расизма, феминизма, сексизма мы с Игорем Линком раскрыли в 30-минутном подкасте. Без намеков на цензуру, благо платформа это позволяет. Переходите, смотрите, у нас там целый канал с подкастами, поэтому ссылка будет в описании. Феминизм уже поразил игровую индустрию. Речь даже не о том, что телок добавляют ради галочки. Как героиня, это не проблема. Лишний раз попялимся на задницу. Проблема в том, что задниц нет, на которые можно пялиться. Феминисткам очень не нравится преподнесение женщин как инструмента. Сейчас объясню человеческими словами. Им не нравится, когда в игре есть стрип-клуб, когда в игре можно снять проститутку. Короче, им не нравится реальная жизнь. Фем-движения крепко узурпировали игровую сферу. Я изучал их интервью, тезисы и так далее. У них есть два требования. Первое. Баб в игре должно быть не меньше, чем мужчин. Абсолютно похуй, что в большинстве игр это невозможно, потому что, ну как в шутер, который сделан на основании реальных военных конфликтов, может быть много женщин, не интересует никого. Мой вам совет: не пытайтесь у этих людей искать логику, ее нет. И почему-то африканские женщины, воевавшие за вермахт в Call of Duty WW2, у вас запросов не вызывали. Грамотный историк скажет: но такие подразделения были, а как же африканская компания? Да! Но я не верю, что создатели Call of Duty их добавили ради исторической достоверности. Я прошел эту игру и уверенно заявляю, что разработчики этой игры не в курсе про существование других фронтов помимо западного. Они там на западе даже про Советский Союз ничего не знают, что уж там про африканскую компанию. История, биология, география, здравый смысл. Против всего этого и действуют все эти организации. Знаете, что это все? Это мракобесие в натуральном виде. Короче, любая игра, где женщин меньше, чем мужчин, однозначно сексистская. Вы должны это понимать. Любой разработчик, в чьей игре женщин меньше, чем мужчин, однозначно попадает под санкции феминисток. Второе, и, на мой взгляд, самое жуткое требование: сексуализации женщин быть не может. Если прямым языком, то красивых девушек в игре быть не может. Это сексизм. Вы должны понимать, что я сейчас не шучу. Феминистические сообщества в неистовой ярости вырывают себе клиторы, когда создатели сексуализируют женщин в играх, делают большую грудь, объемную жопу, рисуют соски, например. В этом всем они находят унижение женского пола и преподнесение оного как товара. И на основании этого у меня есть небольшой вопрос. Насильно ли всех этих косплееров с Игромира, Комикона и так далее раздевают? Принуждают ли силой миллионы телок по всему миру фоткать свою жопу в трусах для своего инстаграма? А? Глубокое декольте при приеме на работу, коротенькая юбочка при сдаче экзамена тоже насильно. Это самостоятельная и добровольная демонстрация собственных атрибутов, которых у феминисток в силу обильной любви к американскому фастфуду нет. Отсюда и зависть. Любая женщина хочет быть востребованной и любимой, но из-за их веса у них это не получается. И под предлогом борьбы за женские права они пытаются качнуть маятник в другую сторону, в сторону жирных, прыщавых баб. Хитро, но не сработает. Хотя нет, еще как работает. Они принуждают женщин стесняться своей красоты, а мужчин ограничивать в своих желаниях. Знаете, что будет дальше после того, как они победят игровую индустрию? Порноиндустрия. Вы не уважаете женщин, спуская им на лицо. Как вам такое? А это будет? В этой сцене он слишком сильно ее отлупил по жопе. Это неуважение, это сексизм.
женщина снизу — это неуважительная поза. Да-да-да-да-да-да. Сегодня вам все это кажется абсурдными шутками. Подождем дальше. Другая проблема, что неразвитый феминистический организм, который взяли для того, чтобы погасить квоту в компании на баб, может добраться до сценария игры. В лучшем случае мы получим отвратительный слабенький сюжетец от непрофессионального кадра. В худшем — пропаганду женской независимости, несломленности и чести. Анита Саркисян, про нее слышали почти все. Важнейшая фигура фем-движения, которая анализирует игры на феминизм. Весь ужас в том, что к бредням этой женщины разработчики прислушиваются и игры меняют. В одном из видео она негодовала, что женские жопы в играх такие огромные, разработчики на них, видите ли, акцентируют все внимание, операторская работа фокусирует взгляд игрока на этой жопе. Даже на постеры ставят, а вот с мужской жопой такого нет, их закрывают плащами, либо они в тени. Это дословно. Как и любая представительница феминистического движения, Анита интеллектом не обременена. Объясняю, игры пока что, к сожалению, делают все еще мужчины. И при создании персонажей они отталкиваются от собственных предпочтений. Когда игры будут делать женщины, они будут делать акцент на мужчинах, как в Mass Effect Andromeda, которую в основном делали и женщины. Девочки пишут фанфики, художницы-скульпторы лепят фалообразные предметы, потому что это нормально. Студия BioWare, которая сделала эту игру, в глазах феминисток идеальная студия. Во-первых, посмотрите на ее состав. Ну, правда, прекрасно. Ни одного ебаного спермобака нет, который бы все испортил. Великолепно. И казалось бы, Mass Effect была максимально не сексистской игрой, но вот как вот это вот чучело вообще, о господи. Но оказывается, и тут не все так просто. Игру обвинили в гомофобии, потому что там было мало гей-пар. О господи, они начинают кусать себя же за хвост. Но это уже другая тема. Мы сейчас говорим про внешность персонажей женщин и почему они в играх сейчас такие ужасные. И причина всему этому — сидящая в студии, нанятая по квоте толстожопая кобыла, которая прорисовывала персонажей, основываясь под своими комплексами. Она никогда не нарисует девушку, чья красота далеко убежала от ее собственной. Актриса, игравшая героиню из Mass Effect, в жизни выглядела такой, но потом что-то пошло не так. Феминистки сходятся во мнении, что красивые женские персонажи способны вызвать комплексы у маленьких девочек. При этом на мужских персонажей это не распространяется. Накачанные, сильные, охуенные мужики у комплексов у мальчиков никогда не вызовут. Опять-таки вернемся к студии BioWare, где дофига женщин. Посмотрите, какие красивые мужики в Mass Effect, и бабы там в тени. Это естественное влечение к противоположному полу, а создание персонажей — это сублимация. Основные игроки в видеоигры — это мужчины. Извините за открытые глаза, но мужикам интересно смотреть на баб, и для них эти игры делают другие мужики. Сегодняшнее движение феминизма прощупывает, а можно ли дальше? Чем больше ты идешь на уступки, тем больше будет требований. Я хорошо помню ту ситуацию, когда депутат России Слуцкий какой-то тёлке комплиментом отпустил, и вся страна против него поднялась, хотели его уволить. Вы представляете, какой прецедент бы произошел, если бы его действительно уволили? Бабы охуели так же, как охуели сейчас в Европе и в США. Сегодня ни в Америке, ни в Европе ты не можешь сделать женщине комплимент. Это чревато обвинению в домогательстве. Не только мужчины страдают от феминизма, но и женщины тоже, потому что мужчины боятся ухаживать за женщиной, делать какие-то комплименты, помогать и все такое. Я сейчас в Америке, это цитадель всего феминизма, отсюда он весь идет, и я еду в метро, и стоит передо мной красивая темнокожая девушка, я, сижу, я решил уступить место. Я встаю, а она не садится. Я в тот момент не понимал, что я делаю, оказывается, это домогательство. Даже не сколько домогательства, сколько демонстрация того, что я сильнее, чем она, потому что я могу стоять, а она нет. Очень охуевшим взглядом она на меня смотрела, потом села, посмотрела, потом снова и сказала «thank you». Для нее непривычно такое отношение. На этом у меня все, и вряд ли этот ролик хоть на что-то повлияет, потому что вся эта индустрия идет с Америки, Европы, и там этот ролик увидят вряд ли. Это я так чисто выговорился о наболевшем.